Всех приветствую на канале. В данном видеоуроке будем делать сумочку на конве. Для работы нам понадобится вот такая пряжа Astra Premium. Так, в 60 метрах, в 100 граммах 60 метров. Цвет у меня идет номер 14. Вот такой вот он получается черно-белый. Крючок номер 3,5 у меня от Hobby Pro. Также еще нам понадобится канва. Вот такой кожаный ремешок. Размер у меня 30 сантиметров, ширина 2,5 сантиметра. Кожаный. И можно просто пришивную кнопку, а можно вот такую вот кнопочку. То есть это по желанию. Все артикулы, все оставлю в описании под роликом. Итак, приступаем к работе. Итак, канва у меня здесь большая клеточка, это 4-5 миллиметров. Мы выделяем линию, которая уже идет цельная. Вот видите, то есть здесь можно полностью поворотными рядами заполнять полосы. Вот эти боковые клетки мы трогать не будем. Мы заполним сначала цельные полосы, а потом вернемся и вот эти вот небольшие хвостики дозаполняем. Как мы будем обвязывать? Оставляем небольшой хвостик. Я сейчас покажу на вот этой меховой пряже и потом перейду на шнур, чтобы как бы вам более понятно было. Тоже там рядочек немножко свяжу шнуром, чтобы вы поняли сам принцип. То есть находим вот этот ряд цельный. Так, продеваем крючок и достаем шнур. Ну, не шнур, пряжу нашу вот эту меховую. Вытянули. Идем в следующую клеточку и захватываем нить, захватываем пряжу и продеваем. И вот так вот вытянули, а потом пряжу вот так вот немножко вытягиваем вниз, для того, чтобы она сверху хорошо распушилась. В следующую клеточку вытянули, протянули через петлю, вытянули вот так вот хорошо и стянули вниз. Здесь крючок 3,5 идеально подходит. Продели, вытянули и спустили вниз. Видите, тогда пряжа вот так вот она хорошо прям выходит в ворсинки. И так в каждую клеточку. Клеточек здесь немного, так как это большая клеточка. Здесь ничего не застревает. Вот так вот хорошо вытянули и спустили вниз. Поворотными рядами вот сюда разворачиваемся. Идем дальше. Вот эти маленькие клеточки, в принципе, можно не провязывать, их не видно будет. Но вот это уже можно провязать. Опять же, провязали, развернулись и пошли в обратном направлении. Если показывать на пряже, то есть как это выглядит. У меня такой шнур. Я совсем небольшой кусочек покажу и как разворачиваться. Давайте. Ну, то есть мы опять же начинаем в самом начале. Хвостик оставляем небольшой и идем в следующую клеточку и просто вытягиваем нить и продеваем вот таким вот образом. То есть если бы вы обвязывали шнуром, вот как. Ну, то есть это то же самое, я меховой пряжей точно так обвязываю, но на ней ничего не видно, да. То есть вы проходите в каждую клеточку. Здесь вытягивать высоко можно не вытягивать, как я это делаю с меховой пряжей. Но с меховой пряжей вы вытягиваете высоко, чтобы у вас все ворсинки вылезли наверх. Вот. Дошли до конца ряда. Спускаемся вниз, вот так вот на клеточку. И идем в обратном направлении. То есть я вам показываю как образец. Видите, даже шнуром красиво будет обвязать, сделать такую сумочку. Очень даже ничего. Вот так
Далее идем на следующий ряд. И по клеточкам следуем далее, пока не заполним все клеточки. Вот с этой полосы и внизу. Вот эти маленькие тоже заполняем, где у нас возможность есть продеть крючок. Ну, то есть, в принципе, вот с этой вот уже, да. Боковые клеточки мы оставляем. И таким образом. Вот так вот, только вот этой меховой пряжей, каждый ряд. Далее покажу, что делать. Итак, когда вы обвязали основную часть сумки, смотрите, хвостики я оставила, в принципе, их можно либо спрятать вот здесь вот внутри, либо просто, когда будем соединять детали, просто аккуратненько вот так вот в процессе уже соединения спрятать. Остались у нас вот эти ушки, которые мы просто по отдельности тоже далее обвязываем. Заходим в клеточку, оставляем небольшой хвостик. И точно так же, как я вам показывала. Вытянули. Вот так хорошо, чтобы у вас все ворсинки вытянулись. И далее продеваем, снова вытягиваем. Так, и поворотными рядами. Обратно, туда, обратно. И заполняем, кроме вот этих вот самых крайних боковых клеточек, потому что мы их уже будем заполнять в процессе вязания. Смотрите, вот это ушко, то же самое на второй детали. И что касается боковинки, все то же самое. Здесь с самого начала, опять же, оставляя вот эти боковые клеточки. Просто по порядку туда-обратно. Да, вот так вот, как я вам показывала. Переходим на второй ряд. Видите, клеточка здесь уже немножко дальше, поэтому вот так вот в нее аккуратно перешли, вытянули и двигаемся в обратную сторону. Опять же, следующая клеточка немножко дальше, в следующем ряду. Вот так в нее переходим. И поворотными рядами заполняем каждую клеточку. Заполняются они очень легко, потому что клеточка у нас достаточно большая. Все таким образом, опять же, заполняем полностью вот эту полосу, всю нашу боковинку. Боковинка и дно в одной полосе. Боковые клеточки оставляем, не трогаем. Там, где у вас будут вот такие маленькие щели, понятно, мы их не заполняем. Уже вот сюда даже, вот сюда крючок продевается, поэтому отсюда и дальше все заполняем. Там, где крючок не продевается, ну, в принципе, здесь он хорошо проделся. Ну, вот эти вот уже не надо, потому что сюда крючок не влезет. Так, для своей сумочки я буду делать вот такой стразовый обвес. Смотрите, что нам понадобится. У меня такой карабин, может быть в любой, только чтобы вот эта часть была довольно-таки широкая. На нее, чтобы вместилось несколько полосочек вот этого вот стразового шнура. Так, у меня стразовый шнур здесь 1 метр. Мы вот так вот складываем и разрезаем на 4 равные части. Вот, чтобы у вас получилось 4 вот такие вот веревочки. Был 1 метр, разрезаем, чтобы 4 веревочки одинаковых было. Клей нам еще понадобится, и по желанию вот такие наконечники.
Где я покупала стразовый шнур и наконечники, оставлю в описании внизу под роликом. Наконечники не обязательно, то есть можно и без них. Смотрите, я свой шнур разрезала на 4 равные части. Теперь покажу, как одеваются наконечники. Вот здесь такой хвостик. Ну, опять же скажу, что наконечники, они не обязательны. Легко продеваем наш стразовый шнур вот так вот внутрь. И вот так вот он захватывается. Так, захватили. Хорошо соединили. И вот так вот продеваем внутрь. Ну, вот так вот сами себе. Вот так вот хорошо. Вот он хорошо проделся. И внутри он закрепился. То же самое и с другой стороны. У меня будет 6 таких наконечников, потому что 4-й шнур, вот мы 3 этих шнурочка с 2 сторон одеваем наконечники. В принципе, можете одеть, когда вы уже на карабин их оденете. Так можно хоть будет ровную длину подрегулировать. То есть мы вот так вот их одеваем на карабин. Смотрите, чтобы они у вас были одинаковые. Одинаковые хвостики, чтобы были. В принципе, хвостики можете подрегулировать, когда уже все сделаете. И я не буду вам показывать, не буду клей включать, но сама суть, что вот так вот с одной стороны сюда приклеили, да, потом вот так вот. То есть вот здесь, где приклеили, у вас будет изнанка. И делаете вот такое колечко. Можете приклеивать, опять же, в процессе. Тогда, ну, как бы надежнее соединятся детали. И вот здесь вот отрезали, остановились. То есть вот здесь у вас изнанка, вот здесь у вас лицевая сторона. Смотрите, как на лицевой стороне выглядит обвес. Итак, смотрите. Все приклеила, так как я вам показывала. С изнанки, конечно, немножко видно, но совсем чуть-чуть. Вот это у меня лицевая сторона. Вот такой получился обвес или брелок. Итак, когда у нас все детали обвязаны, вот здесь у меня изнанка, видно, что изнанка, она не такая пушистая, как лицо. И я нахожу, смотрите, вот здесь сверху 3 такие большие клеточки. Я беру клеточку, которую рядом, и отсчитываю 86 клеточек. Вот сверху, опять же, эти 3 оставила. Маркерами пометила. И то же самое на боковинке. Вот на боковинке. Сейчас покажу, что у меня здесь сверху. Вот, допустим, это центральная клеточка, да. Вот сбоку еще 2 пропускаю. И начиная с этой, я опять же отсчитываю тоже 86 клеточек. Складываю лицо с лицом. Беру иголочку и оставшуюся пряжу. И просто мы вот так вот иголочкой соединяем детали. Там, где у нас маркер. Оставляя небольшой хвостик. Хвостик мы прячем. Вот сюда, где маркер, и тогда только маркер, в принципе, можно снимать. Здесь смотрите очень внимательно, чтобы клеточку вы не пропускали. Как бы надо смотреть внимательно. Маркеры можно снять. И просто стежками соединяем детали. Я уже не буду показывать, потому что смысла здесь нет. Просто сейчас аккуратненько сяду и соединю детали. Соединили, дошли до этого маркера.
И оставшийся у нас пряжа мы просто вот так вот обвязали вот эти вот боковинки, что у нас есть, то есть внутреннюю часть, чтобы у нас здесь была не канва, а просто вот так вот иголочкой просто обвязали. Так, смотрите, я лучше всего, знаете, как сделала? Просто по 10 петелек вот так вот маркерами закрепила, потому что все-таки вот эта пушистая пряжа, иголочка, я немного путаюсь. И лучше, конечно, сделать вот так, чтобы вы видели. Вот вы 10 стежков сделали, здесь попали ровненько 10 с одной, с другой стороны и так далее. Вот, одну деталь так присоединили, потом вторую. И еще раз повторюсь, вот эти, которые у нас остаются, их просто вот так вот стежками, да, туда-обратно, чтобы не было видно канвы. Все, просто вот так. И распушить немножко стежки. Итак, когда начала соединять детали, да, скажу вам, что захватила сверху еще одну клеточку. То есть всего будет не 86, а 88. Вот здесь, видите, она не захвачена. Я понимаю, что ну вот так вот красивее будет. Смотрите, вы когда вот так вот все соединили 86 клеточек, как я вам и сказала, здесь с одной стороны еще дополнительную клеточку, оплетаем вот так вот, как я сейчас делаю, вот эту часть, дошли сюда и захватили, присоединили еще здесь одну клеточку. То есть всего, чтобы было 88. Да, вот так вот дошли сюда, захватили, дальше оплели и присоединяем еще одну часть уже сразу, чтобы было 88 клеточек присоединено. Итак, когда вы соединили две детали, да, когда обвязали вот эту канву, все, берем наш ремешок, вот так вот внутри прикладываем. Смотрите, чтобы вот этих вот мест соединения не было видно. И то же самое с этой стороны, да. И любой иголочкой, и, и ниткой, у меня вот такая обычная нитка, ну, не сказать, что обычная, она такая прочная немного, либо черная, либо белой, так как здесь у нас он цвет такой черно-белый. Просто присоединяем эту ручку и по желанию застежку. У меня такая застежка, но в принципе можно обойтись и просто пришивной кнопочкой. Итак, смотрите, пришила ручку. Вот здесь видно, можно пришивать любыми нитками. Вот, видите, крестик, да. И решила все-таки замочек пришивать не вот этот, так как у меня вот такой вот красивый обвес. Ну, с этим замочком, в принципе, тоже было бы красиво. Я просто прикрепила вот такую пришивную кнопочку. Так тоже можно. Легко сумочка закрывается. Смотрите, как красиво смотрится здесь этот брелок. Как делать его, рассказала. Итак, что по размерам? Сумочка, в принципе, маленькая, но довольно вместительная. Смотрите, ширина у нас получается 24 сантиметра. Высота, если без ручек, 14, с ручками, ну, 26 сантиметров. По весу она абсолютно невесомая, то есть она получается, ну, около 200 грамм, где-то так. И что касается пряжи, от одного моточка, это все, что у меня осталось. Это, в принципе, потому что я плотно вяжу. Если же все-таки рекомендую заказывать больше одного моточка, потому что, ну, все по-разному обвязывают вот эти клеточки, и может одного не хватить. Видите, у меня прям вообще впритык. Вот такая получилась красотка. Мне очень нравится сумочка. Сумочка прям... Покажу далее несколько фотографий, как она смотрится. Если была вам полезна, от вас, пожалуйста, лайки, комментарии. Всем всего хорошего и пока-пока.